Друзья, и снова доброе утро. Сегодня я запозднился, 7 часов только выехал. 6:52, если быть точнее. Смотрите, какая погода у нас за бортом. Льет дождь, как из ведра. Вот. И в этом плане подводный коп, он чем отличается от сухопутного? Что мы можем копать в такую погоду. Если сухопутные копатели будут копать уже с дискомфортом каким-то, это надо будет дождевики, это сырость такая, неудобно, настроение не очень, все грязное, то в воде вообще абсолютно по барабану идет, капает сверху, не капает, мы надежно защищены и можем спокойно проводить свои поиски. Единственное, что молнии, да, молнии, когда гроза, они бьют в воду, можно поджариться чуть-чуть, но это мелочи на самом деле. Мы все рано или поздно закончим этот путь, а каким образом, там уже судьба распределит. Вот, сейчас мы отправляемся на побережье, не на Юрмальское. Полазим по ямкам, поищем каких-нибудь монеток, колечек, если повезет. Короче, проведем нормальное время. Вот, короче, устраивайтесь поудобнее и смотрите наши похождения. Итак, я на месте уже. Сейчас будем выдвигаться на точку. С нами будет снова Серега сегодня. Будем копать вдвоем. Находки будут интереснее. Так, что хочу сказать по наушникам. Так, что-то у меня здесь. Так, что хочу сказать по наушникам. Сделал уже 3-4 выхода. Отлично себя отрабатывают. Громкие динамики. Шикарно. Пока проблем никаких нету. Все четко работают. Для Деуса это очень отличный вариант. Кстати, кто хочет себе такие заказать, можно не только на Deus, но и другие детекторы подводные. Я вам ссылочку в описании дам на человека, кто их изготавливает. Можете обращаться, вам сделают такие же. А я пошел копать. С этой горы на жопе съехал. Это было больно. Теперь у меня на жопе синяк будет, наверное. Ну ладно, главное, что я вообще, блядь, на ноги встал. Так, отправляемся на побережье. Копать сегодня еще, похоже, последний день. Это нормальный ветер. О! На море все хорошо. Там не хватает только нас. Идем на яму. Идем на яму. Будем ее копать дальше. Красота. Небольшой прибойчик есть. Но это плохой признак. Он увеличится скоро. Сегодня мы поставим скорость 1,5. Может быть, даже на 2 перейдем. Все, 16-я программа. Торжественный заход в воду. О! Я ушел. Погнали. Отличная картина, Серега и лебеди. Мы обязательно это в рамку поставим. Есть, достал. Что достал, не знаю. Сейчас будем смотреть. Вот это лишнее тут. А вот тут. Вот она, монета есть. Я вижу этот характерный блеск. О, Николай Первый. Я так и сказал. Копейка серебром. Я их уже могу по номиналам определять, по звуку. А скоро будем уже и по монетным дворам, и по годам. Еще пару лет. Копеечка серебра. Ну, такая поюзанная, но все равно отлично. Итак, наш первый монетос. Поюзанная копейка 1840 года. СПМ, по-моему. Ну да, такая есть немножечко, но все равно состояние у нее в поле, друзья, вы такую не найдете. И чтоб она блестела. Вы спросите, как я чистил? Я просто почистил обычным ластиком. Немножечко отмочил его в нейтральном шампуне и почистил ластиком. Блестит, как у кота. Рябь на воде. Где-то только сигнал был. Да, еще сигнал, имперский сигнал 92. Да, вам, наверное, не слышно будет.
92, сейчас будем копать. Отлично, но очень глубокий, очень глубокий. Сигнал. А я ее свой поймал уже. Начинаем. Вроде вытащил. О, выпала монета. Но это не из глины, это... Это алюминиевый тюбик. Ага, тюбик у Сереги. А у меня капуста. 2 копейки. Пар, самое интересное, мне сегодня тоже и капуста. Ага. Ну что ж, отлично, начало положено. Кому интересно, где яма находится, она вот здесь. Вот тут, вот в этом месте. Запоминайте. Приезжайте, запоминайте, локацию записывайте. Сегодня я вам подробненько все покажу, что мы находим. 2 копеечки СПБ, 1811 год. И что у нас здесь? ИК, по-моему, если не ошибаюсь. Или НК, или ИК. Это, по-моему, инициалы Минцмейстера. Монетный двор Санкт-Петербургский и М. Догнать и обезвредить. Так, не главная линия, у меня там сигнал был. Вот он нашел, понял. Чего вот эту находку, да? Здесь просто скала была, все-таки я выковырил. Копейка Николаевская, возможно. Или 800. Ну, конечно, не видно, потом разберемся. У меня уплыл плот, мне пришлось за ним бежать. Вот, потом возвращаться, искать яму. Короче, все вот так было. Да. А копеечка это не Николаевская, а Александра Третьего. Копейка 1892 года. У нее, кстати, очень был большой тираж. 5 миллионов 640 тысяч монет было выпущено. И что самое интересное, я не знаю, ну так пишут источники, что средняя цена данной монеты 60 евро. Ну, поправьте меня, если я не прав. Ну, так сказал великий всемогущий Google. Столовый прибор. О, это 100% старенькая. Да. Господа устрицы. Ну, это нож, скорее всего, был. Да. Или может вилка. У меня у бабушки что-то похожее где-то было, не помню у кого. Посеребренное. Где-то я это видел. Ну, очень... Когда-то в моей жизни это встречалось. У нас сейчас с Серегой новый... Мы уже настолько этой империи накопались, у нас теперь новое развлечение. Мы пытаемся по сигналу узнать номинал монеты. У меня первая версия была копейка серебром, а вторая масонский пятак. Первая версия выиграла. Копейка серебром. 842 год. ЕМ. И монетный двор я угадал. Хорошо. Берем. Ну, я, кстати, практически все угадал, но кроме монетного двора. Я увидел букву М и почему-то мне показалось ЕМ, а оказалось СПМ. Монета империи Николая I выпущено было 11 миллионов 200 штук. Средняя цена монеты 29 евро. То есть есть монеты дешевле в худшем состоянии, есть монеты подороже в лучшем состоянии. Средняя цена 29 евро. Я тоже угадал, похоже. Копейку Николаевская. Ага. Ну вот, отлично. Все, уже просто профессионализм зашкаливает. Камни застревают из-за этой вмятины. Вот это плохо. И ни обо что не стукнешь, чтобы он выпал. Сейчас будем мучиться. О, вышел. Долго мучился. Так. Где-то была монета. Здесь она не выпала. Похоже, я ее выронил. Твою мать, а? Все запуталось, бля. Нет, она там. Так. Вот она. Так. Блин.
А что это у нас? 2 копейки, традиционно. 800-е годы. Так, ладно, берем. Идем дальше. Давайте же рассмотрим этот выловленный экземпляр. 2 копеечки СПБ ПС 1811 год. Кстати, есть два варианта этой монеты. Обычный и новодел. Как они отличаются, это надо погуглить. Обычный вариант стоит 330 рублей примерно. А новодел стоит 160 тысяч рублей. Я смотрю по интернету. Вот надо выяснить, новодел у нас или не новодел. Гурт гладкий у обоих. Видно, выглянуло солнышко. И мы тут проверим, достали мы или нет. Сигнал вроде как пропал. Но я тут ничего не вижу пока. Сейчас мы проверим детектором. Нету. Или есть? Нету. Значит, надо искать дальше. Второй попытки достал что-то. О, как она блесканула-то, а, на солнце. И снова 2 копейки. СПБ. Год какой там? Непонятно, не видно. Ну что, отлично, берем. Где я увидел СПБ? И М же это. 2 копейки и М. Ну так год затертый, но я узнал. 1813 ПС. А вы знаете, что эта монета была настолько распространена, что ее выпустили 64 миллиона. И цена ее примерно средняя евро 40. Соответственно, конечно, это все зависит от сохрана. Чем лучше сохран, тем выше цена. Ну, цена данной монеты евро 40 или 140 рублей. Ну, это так, примерно. Примерные раскладки. Тестовые замеры. Температура воды 8 градусов сегодня. 8. Данный сигнал копал я минут 15. Краешек монеты уже виден. Что-то, похоже, интересное. Очень много валунов. Вон он торчит. О, хо-хо. Что-то большое. Есть. Пятак. Масонский. 831. Ну вот, отлично. Не мог я сегодня не уйти без пятака. Чуть я его чиркнул, конечно. Но это была вынужденная мера. С орлом все в порядке. Отлично. Ха-ха, берем. Вот он. А вот и это моя прелесть, 5 копеечек. Ну, конечно, да, отдал я по ней, конечно, хорошо. Тут видны небольшие царапки. Ну, что делать? Она так глубоко в камнях лежала, что, ну, без потери ее вытащить практически невозможно было. А с орлом все в порядке. 1831 год. EMFX. Вы знаете, что эти монеты выпустили? Тираж был небольшой, всего 520 тысяч. В миру осталось всего 519 999 монет. Друзья, посмотрите внимательно на нее, какая она. Красивая, даже я немножечко воском покрыл. Мне так понравился этот орел. Вот. И средняя цена его 12 евро. Ну, это так, по среднему, если. Купол. Но что там? И если там что? Не факт, сигнал у меня пропал почему-то. Так, у нас в версии масонский пятак у меня, а Серега сказал, что тоже, скорее всего, масонский пятак или 2 копейки серебром. Нет, тут ни хера нету. Значит, там где-то цель осталась. Копаем дальше. О, ни хера себе. Вот это да. Вот это, бля, это эпичные котлы. Сколько время? Остановились на 2 часа где-то. С другой стороны там тоже есть. О, какие-то вообще модные.
Интересно. Это вам не сейка какие-нибудь. Это вам настоящие копатели копают только вот такие котлы. С позолотой. Белое Отлично. золото. Поздравляем Серегу. Потом расскажешь всю историю. У нас в плоту. Версии были масонский пятак и 2 копейки с серебром. Сейчас посмотрим, что это будет на самом деле. Так, надо убрать лишнее. И это у нас... О, тут вообще ничего не видно. А тут 2 копейки 855. Не угадал никто. Так что вот так. Вот так бывает тоже. 855. Это очень хорошо. Ага. Лучше, чем серебро. Так, берем. Итак, кстати, неплохая монетка оказалась. 2 копейки, но видно, что 1858 год. И тут 2 варианта у него могла быть. Ну, тут видно, что 2 буквы. Вторая М. Тут либо ЕМ, либо БМ. Но приблизим, может просмотрится что-то у нас. Ничего не просматривается. Но смотрите, расклады следующие. Вот она. Такая довольно затертая была. На ЕМ у нее цена средняя 30 евро, а если БМ, то цена средняя 120 евро. И тираж у нее тоже до 1 750 000. Ну, кстати, монетка жалко, что уставшая. Устала, все равно мы ей очень-очень рады. Сигнал 75. Что будет, сейчас мы узнаем. Монета, ни хрена себе. Монета? 75. А что это за монета? Серебро, не? А, совет, похоже. А? Совет 3 копейки. Ну, такой вообще убитый. Ничего не видно. Трояк, да. За 3 копейки можно было стакан лимонаду с газировкой в советское время. Вроде сигнал пропал на дне. Вот тут глина. Давайте замутим что-нибудь. Я пока ничего не видел. А он точно там есть? Бля. Нету его здесь. Странно. Будем искать. Вторая попытка была удачнее, похоже. Есть. Вон она. Вон она торчит. Кто ж нас так мучил? Две копейки, что ли? Похоже, 2 копейки. Потом я покажу все. Фу, берем. Продолжаем. Друзья, прям какой-то дежавю. Я где-то видел эту монету. 2 копейки, 858 год, ЕМ. Но вот это уже получше монетка. Уже состояние у нее ЕМ, да, точно ЕМ. Точно такая же монета, как и предыдущая. Где она у нас тут лежала? Вот она, видите, смотрите. 2 монетки, и обе 858 года, но наша монета, блин, просто красавица. Шикарно. Но вот за эту, вот это и стоит как раз 30 евро, я думаю. Вот это и стоит 30 евро. Эту мы, конечно, за 20 отдадим, а это не меньше 30, не меньше. Красота, посмотрите, все видно, все четко. Буду любоваться с ней сегодня. Буду ею любоваться до самого заката. Так, подождите, что это? А что это было сейчас? Ух ты! Ух ты, какая! Какая модная сережечка. Сережечка, да, точно. О! 76 звенело.
такая модня. А, вот там пробка есть. Почитай, вон там под палочкой есть проба. Прикольно. Берем. Где-то тут сигнальчик только что был. «90». 89. Че, за работу? Что, друзья, сигнальчик с Куби уже есть. Минут 7 потратил. Смотрите, о, что-то большое. Большая монета. Уху. Кто это у нас? Иди к папочке. Пятачок, похоже, масонский. Не могу взять. Опа. Да, пятачок. Коллекция пятаков пополняется. Какой? Не вижу. Ладно, потом посмотрим. Конечно, такой подзатертый, но все равно мы его берем. О, отдыхающие наблюдают за мной. Ладно, идем дальше. Ну что, давайте внимательно посмотрим на этот масонский пятачок. 5 копеек. Копеек немножко затерто, но не страшно. 1830. Да, царапинки немножко повредили монетку. Видим, год 37. КТ. 5 копеек ЕМ КТ. И у него было два варианта. Один вариант был обычный, стоимостью 5 евро. Средняя цена. А второй вариант ЕМКТ новодел. Тот 210 евро. Это уже поинтереснее. О, нет, подождите. 210 тысяч, это, по-моему, 2100. Вот так, наверное. 2100, если это новодел. Ну, конечно же, у нас новодел. Так, чтобы за 2 отдам. Ну вот еще одна монетка выкопалась. Копейка серебром, похоже. Видно? Блин. Без остановки их копать тут можно. Но я уже буду закругляться. Все. Сегодня надо заканчивать. То есть дела. Ну сейчас тут по берегу пройдусь. Ну, вернее, по линии прибоя. И будем подводить итоги. Так, ну и наша финишная монетка. Очень симпатичная. 1 копеечка серебром 1841 года. Николай I. СПМ. Монетка, ну скажем так, не самая дешевая. 19 лямов ее выпустили, тиражик у нее был. И данная монетка, если она не новодел, то она около 9 евро стоит. Средняя цена этой монеты. Неплохо, неплохо. Вот. А если это новодел, то тут даже цену не указали. Похоже, просто нулей не хватило бы на компьютере, чтобы записать. Так что неплохо. Неплохо прогулялись, как говорится. Если иметь, то она везде. Даже в таком виде. Ну что, друзья, закончили на сегодня копать. Проблема была в том, найти скамейку. Мне почти пришлось около километра пройти, потому что вроде погода сегодня такая не солнечная, но людей отдыхающих много, ветра нету, все скамейки заняты. Вот мне пришлось почти 800 метров пройти, чтобы что-то найти. Шикарная погода сегодня на море. Но вода холодная. Вода холодная, плюс 8 градусов, ну, что-то не знаю. Как-то что-то подзамерзли сегодня. Серега тоже говорит, замерз. Вот. Ну что, по находкам, сейчас посмотрим. Итак, что у нас тут интересно? Ну, я, наверное, скорее всего, по ходу вам все показывал. 30, какой год, не могу понять. 30... Да, 37-й, наверное, да.
Ну вот эта сторона, конечно, немножко. Ну, что-то видно. Почистим, будет нормально. Дальше следующее. 831. Смотрите, какой рельефный, красивый. Вау. Чуть я его тут поскоблил немножечко. Ну да ладно. Ничего страшного. Далее, что тут у нас было? Вы-то все уже видели. 2 копейки 858 год. Так, да, все четко видно. Вон медали все видны на Орле. Почистим, будет шикарно. Обзор 840 год. СПМ. 1 копейка серебром. Тоже годится. Идем дальше. 2 копейки НМ. Год такой слабенький. Ну ладно. Ну ладно, далее. Что такое? 2 копейки 858. И вот. Дежавю. Ну да, это такие две у нас попались 58 года. Это более затертая. Ну уж, следующее. Вот, красивенькая. 2 копейки СПБ. Царица полей. 1815. Не, 811. ПС. Вот это хорошенькая такая. Дальше. У нас сегодня 11 монет имперских. 2 копейки СПБ. СПБ 800. Тоже 11. Далее копеечка 1892 год, тоже хорошая, бодрая, сочетается. И серебром 842 СПМ и серебро 841 СПМ тоже. Прикольно. Ну вот, все на сегодня. На сегодня закончили. Кстати, насчет наушников. Кому нужны такие наушники, обращайтесь. Мастер изготовит вам и для Деуса, и для любых других детекторов. Так что ссылочка на мастера в описании. Связывайтесь, если вам интересно, вам сделают. Очень хорошо себя зарекомендовали. Громкий динамик, очень все шикарно. Слышно, все отлично. Пользуемся. Да, кстати, забыли. Серьга еще была. Серьга, кстати, 925 проба. Сейчас я вам даже покажу, если вы мне не верите, я вам покажу. Смотрите, 925 проба. 925. Серебро. Ювелирка, короче. И ювелирочка к нам попалась. Все. Жду вас в телеграм-канале. Кружок я туда записал уже. Отчитался. Поэтому я с вами прощаюсь, но ненадолго. Надо как-то нам и Юрмалу посетить. То там соскучились без нас. Все. Всем пока.